О годах обучения Александра Зелоти в литературе можно найти лишь фрагментарные упоминания. К сожалению, сам Александр Ильич, написавший воспоминания о Листе, у которого он занимался, не оставил материалов, позволяющих проанализировать его обучение у Зверева и Рубинштейна. Поэтому остается опираться лишь на те материалы, которые по крупицам удалось собрать музыковедам. Александр Ильич Зелоти – пианист, дирижер, общественный деятель, редактор многих известных произведений Баха и Чайковского. С юношеских лет ему очень везло с педагогами. Первым его преподавателем в Московской консерватории был Николай Сергеевич Зверев. Затем он занимался в классе Николая Григорьевича Рубинштейна, Петра Ильича Чайковского и Сергея Ивановича Танеева. После окончания консерватории 3 года с 1883 по 1886 годы он стажировался у Ференца Листа, к которому, как известно, съезжались многие пианисты, завершившие свое музыкальное образование. В свое время Зелоти соседствовал на афишах рядом с выдающимися пианистами конца XIX – начала XX века, среди которых были Есипова, Бюлов, Танеев, Бузони, Гофман. Многие ставили его в один ряд с такими крупными виртуозами, как Шаляпин, Рахманинов, Скрябин и Метнер. В 1919 году он эмигрировал за границу и на несколько десятилетий на родине был предан забвению. К сожалению, не осталось полноценных записей его игры, хотя Зелоти кое-что все же записал. Первые уроки игры на фортепиано Александр получил дома. Отец играл на скрипке и фортепиано, мать же получила прекрасное домашнее музыкальное образование. Отец матери, дедушка Зелоти и Рахманинова, Аркадий Александрович Рахманинов, также был пианистом, композитором и собирателем народных песен. В свое время он брал уроки у Джона Филда. Зелоти не собирался становиться музыкантом. Более того, родители пророчили ему военную карьеру, ведь принадлежность к дворянскому сословию обеспечивала ему бесплатное обучение в военном учебном заведении в Москве. Он уже даже успешно сдал все экзамены, но в последний момент его показали Звереву, который, оценив способности мальчика, смог переубедить родителей отдать сына в консерваторию. Так, в 1871 году, когда Саше было всего 8 лет, он поступил в Московскую консерваторию в класс Зверева. Через 4 года он уже перешел в класс Николая Рубинштейна. Кстати, Зелоти был одним из первых в плеяде известных воспитанников Зверева, кто, поступив на младшее отделение консерватории, проживал у своего учителя. Немного о Звереве. Он был приглашен на работу в Московскую консерваторию Николаем Рубинштейном в 1870 году. В 1883 году получил звание профессора. За 23 года работы через его класс прошло около 250 учеников, не считая частных. Его класс в свое время являлся основным поставщиком учеников для старшего отделения консерватории. Из класса Зверева выходили технически оснащенные зверята, и их охотно брали к себе Рубинштейн, Танеев, Сафонов и Папст. Просто их не надо было переделывать, исправлять какие-то недостатки и так далее. Но стоит отметить, что сам подход Зверева к техническому воспитанию был сугубо индивидуальным и зависел от способностей попадавшего к нему ученика. Так Матвей Прессман, например, вспоминал, цитирую, что Зверев давал много, правда примитивных упражнений и этюдов для выработки различных технических приемов.
Игумнов же отмечал, что при всем многообразии репертуара он, цитирую, «не поиграл у него достаточного количества гамм и упражнений». Методы обучения у Зверева обеспечивали воспитанникам фундамент, постановку рук, мышечную свободу, техническое развитие, грамотное отношение к нотному тексту. Уделялось и первостепенное внимание техническому развитию, то есть это гаммы, упражнения, этюды. Также важен был распорядок дня и уклад жизни. Николай Сергеевич приучал воспитанников к дисциплине. Более полно о методах Зверева я уже подробно рассказывала. Ссылку я оставлю в описании и в прикрепленном комментарии. Развитие Зелотти в классе Николая Рубинштейна явилось естественным продолжением начатого, но на более высоком профессиональном уровне. После 3 лет учебы на младшем отделении у Зверева в 1876 году Зелотти попал в число привилегированных учеников Николая Рубинштейна, который совмещал в консерватории деятельность директора, педагога и руководил концертами. Поэтому его класс был самым малочисленным из пианистов. Как правило, это 8-15 человек. Причем число это к концу учебного года сокращалось, так как только самые закаленные выдерживали его натиск. Попасть в класс Рубинштейна мечтали, но для большинства эта мечта оставалась неосуществимой. Цезарь Кюи так писал о Рубинштейне, педагоге, цитирую: «Со своими учениками Николай Рубинштейн нередко бывал нервен, нетерпелив, резок. Несмотря на это, все ученики фанатически его любили и были ему преданы, потому что и он своих учеников горячо любил, вникал во все их нужды, оказывал им поддержку и материальную, и нравственную. Его требования проявлялись в тщательности проработки нотного текста, в самодисциплине, целесообразности самостоятельных занятий и, конечно, в стремлении повышать общекультурный уровень. Но в начале занятий на старшем отделении у Зелотти, видимо, не все получалось. На экзамене по фортепиано за 1877 год он получил непереводной балл – 2 с крестом. Через 3 года, в 1880 году, Рубинштейн ставит ему 4 с крестом. Видимо, Зелотти все же не сразу уяснил его строгие требования. Скрупулезность Рубинштейна приучала быть очень внимательными и, цитирую, «каждой ноте находить ее правильное назначение». Одна из истин, которую Николай Рубинштейн разъяснял своим воспитанникам, заключалась в том, что, цитирую, «исполнитель должен 20 раз передумать над каждую строчкой и никогда не удовлетвориться только лишь бездумным многократным повторением». Специальной техникой Николай Григорьевич с учениками не занимался. Он обходился без технических упражнений, курс которых пианисты должны были уже освоить на предыдущем этапе обучения и самостоятельно им заниматься. Так одна из учениц отмечала, что Рубинштейн обсуждал с учениками новые музыкальные сочинения, также статьи из газет и музыкальных журналов. Зелотти, как и другие ученики, присутствовали на занятиях других учеников класса. Это было обязательным условием. Во-первых, каждое исполнение ученика носило черты концертного выступления, а во-вторых, ученики никогда не играли одни и те же произведения, поэтому со многими произведениями из фортепианной литературы можно было познакомиться в течение учебного года, причем в совершенном исполнении, так как Рубинштейн один раз обязательно проигрывал каждое произведение. Из воспоминаний современников известно, что Зелотти был любимцем Николая Григорьевича и обращался к нему на «ты». Также Зелотти по теоретическим дисциплинам учился у таких же выдающихся музыкантов, как Танеев и Чайковский. Под руководством Танеева он изучал курс инструментовки, а у Чайковского, по словам самого композитора, некоторые отделы курса композиции. Выпускной экзамен Зелотти играл уже без Рубинштейна от себя. Он удостоился звания свободного художника и малой золотой медали. Дипломы и звания свободного художника, как известно, получали только лучшие выпускники консерватории.
Безусловно, Зелотти очень повезло. У него были одни из самых лучших педагогов своего времени. Зверев, пожалуй, самый лучший в XIX веке по работе с начинающими музыкантами. Николай Рубинштейн научил разбираться в грамматике музыкального сочинения, обогатил его багаж музыкально-выразительных средств. По окончании консерватории Зелотти немного занимался и с Антоном Рубинштейном, а с 1883 по 1886 годы совершенствовался у живой легенды, у великого Ференца Листа, с которым у него, кстати, были прекрасные отношения. В конце 1917 года, будучи руководителем Мариинского театра, Зелотти организовал забастовку против большевистского переворота, в которой участвовал весь коллектив театра. Он был арестован и некоторое время содержался в крестах в Петербурге. Он чудом избежал расстрела. Через 2 года он бежал из России в США в 1919 году. Там он преподавал игру на фортепиано в Нью-Йорке, в Джульерской школе. На его концертах постоянно звучали произведения Листа. Газета «Нью-Йорк Таймс» даже отмечала, что Зелотти исполнял произведения Листа так, будто они были написаны специально для него. Лист настолько крепко вошел в его сознание, что, по словам дочери Зелотти Кириены, на склоне лет, будучи уже не в столь уравновешенном состоянии, он во время обеда всегда просил поставить столовые приборы и для Листа, чтобы обозначить его присутствие. Он продолжал его традиции фортепианной игры, делал все возможное для пропаганды его сочинений. Организованное им в 1885 году в Лейпциге общество Ференца Листа объединяло всех учеников и почитателей великого композитора. Цель этого общества была пропаганда творчества Листа и издание полного собрания его произведений. 7 ноября 1936 года прошел его прощальный концерт. На этом концерте Александр Ильич почтил память своего учителя, исполнив «Пляску смерти», концерт номер 2 для фортепиано с оркестром и 4 песни для сопрано. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!